Господа, обалдеть новости! Тинькофф обновил дизайн карты Drive, и вы только посмотрите, какая она красивая. Неужели я вижу это своими собственными глазами? Хочется это забыть и посмотреть снова. Сколько уже сказано, но я скажу снова, господа, ведь карточка Drive была создана специально для того, чтобы вы могли экономить на авто. У вас же есть авто? Иначе зачем вы это смотрите? Но ведь точно авто у вас есть, а значит эта карточка вам однозначно подойдет. Ну а экономить вам будут помогать все те же самые крутые фишки, что и обычно. Это 10% кэшбэка со всех заправок или даже покупки на АЗС. 10% кэшбэка с покупок любого полиса Тинькофф страхования. 5% кэшбэка на любые автоуслуги. Это значит, что вы можете мыться с кэшбэком на мойках, покупать запчасти, оплачивать даже платные автодороги, услуги автосервисов. 5% кэшбэка за оплату штрафов или парковок через Тинькофф. И 1% кэшбэка вообще с любых покупок. И, естественно, есть вариант заработать при помощи моего промокода. Все, что нужно сделать, это оформить карту сегодня, ввести промокод DRIVE2000, потратить в течение месяца по карте 5000 рублей, и тогда 2000 вам вернутся обратно на карту. Ну это же обалденно. Ссылочки в описании. Господа, здравствуйте! Серия начинается у нас с упаднических немножко настроений по срокам, но зато дело движется. Потому что, смотрите, у нас теперь снова есть покрашенный бампер. И он снова ровный. И теперь он, как вы хотели, черный. На самом деле шли долгие споры. Что? Бампер. Ну, будет бампером. Да, спасибо, что поправили, как говорится. Да, а там порог. Вон там два порога стоят, а это бампер. Видишь, все совпало. То есть мы всегда можем выкрутиться из ситуации. Все это снова выровнено, как вы только что видели из заставочки. Все это прекрасно сделано. И теперь он черный. Шли долгие споры, делать красным или черным. Более того, в Скрю к ребятам приехала Audi сотка с красными порогами в неплохом состоянии. И в принципе все бы ничего, но действительно один был нюансик, который все-таки мне подсказал то, что лучше делать порог черным. Потому что у нас красное, черное, красное, черное, красное. И чтобы вот эту вот зебру исключить, или пчелу, если можно так сказать, вот эту полосатость исключить, все-таки черный порог делает меньше количество этих переходов через цвет. Получается, что вроде как и по заводу черный, и по дизайну, ну вроде как чуть получше черный. Плюс у нас все-таки там висят, как мы поняли, пороги, и у тех двух порогов у них юбка снизу тоже черная. Поэтому получается, что здесь юбка будет черная на уровне порога, а сам порог будет красный. Опять же, вроде как со стороны не по стилю. Поэтому привели все к заводу, и в этот раз они действительно черные, как и предполагалось. По срокам это у нас занимает сегодня уже пошла третья неделя, именно поэтому Audi не выходит так долго. И с одной стороны, можно, конечно, сказать, какие негодяи, ужасные, злые, плохие люди, все, больше с ними мы не будем общаться. Но с другой стороны, если разобраться в корне вопроса с самого начала, нас тут с этой Audi никто и не ждал. Тогда, когда эта Audi сюда приехала. Соответственно, пришлось разрывать график, что-то ждать, плюс отпуска у Сергея бесконечные. Или как раз тогда у тебя уже кончился отпуск. Короче, у других отпуска, все вот это вот наложилось одно на другое. Ну и потом действительно нас здесь никто не ждал. Потому что существует некая очередь, мы пытались вклиниться без очереди, получилось как получилось. Поэтому 3 недели не выходил Audi, но что ж делать, в любом случае ситуация экстренная. Тут невозможно никого обвинять. Там вот чайка параллельно, видите, он доделывается. Вот это вот. Здесь прямо же и висит чайка красится, которая будет выходить, наверное, в каком-нибудь октябре-ноябре, не раньше. Мы заранее подснимаем, потом будем выкладывать. И здесь еще раз, опять же, запчасти Audi, потому что, как я вам говорил, она должна была по-хорошему пойти в кузовню, только где-то примерно вот в этих числах она должна была только сюда заезжать. Вот по идее, по-хорошему. И заезжать она должна была как раз на те же самые бампера, покрашенная планочка моторного отсека. Вы смотрите, она теперь красная, потому что это единственный элемент, который оставался под капотом уже ржавым и выглядел очень некрасиво. Вот эти все накладки на центральные стойки, вот теперь видите, они открашены.
Сами бампера у нас также составные, потому что бампер состоит в том числе из пластиковых деталей. Именно вот эта пластиковая накладка центральная, которая отличает бампер S4 от бампера S6. И именно потому, что это S4, у нее бампер как у сотки, с вот этими пластиковыми накладками. И их тоже, естественно, нужно было ремонтировать. Они тоже прям не идеальны, их покрасили сверху текстурой. Также накладки на задний бампер, опять же, потому что задний бампер, опять же, от сотки, а не от А6. Поэтому в нем есть эти самые накладочки. Сами бампера, посмотрим, наконец-то. Скоро уже будет полгода, как Audi снимается, а у нас появились бампера и есть крашеные. Красивейшие теперь бампера. При этом они все равно не до конца комплектные, некоторых частей не хватает, потому что вот эта решетка, которая вставляется сюда в центр, ее, во-первых, частично нет, она поломанная, но они продаются новые. Их проще купить новую и сюда вставить, потому что она просто на защелках. А вот эти новые покрашенные вставки, будут центральные листва батона, они уже у нас там покрашенные и сюда залетят. Таким образом, у нас сегодня суббота, а в понедельник машина будет полностью собрана, исключая момента, потому что у нас есть вот эта решетка, и она всегда крайне убитая. И вы в комментариях иногда справедливо отмечали или в социальных сетях, постах, фотографиям, что выглядит это все, естественно, не так, потому что все здорово, все такое нарядное, а решетка прям, в щи старая. И она уже ремонтировалась такое количество раз, что ее заново ремонтировать это просто будет очень дорого, а эта решетка обычная от сотки, только с эмблемой S4, которая у нас есть новая от нашего любимого ювелира, который нам посылает все эмблемы. И, соответственно, эту решетку проще найти от Audi 100, покрасить уже, привести, сделать этот Shadow Line или антихром, если хотите, потому что по дефолту в сотке она с хромовым кантом, и сюда поставить. Поэтому сейчас ее тоже пока не будет. Она ищется, и Ярослав, который ищет, у него тоже немножечко отпуск. Все имеют право в этом мире отдохнуть, даже я. Потому что я уже завтра вылетаю в Сочи, а когда вы это смотрите, мне, наверное, вообще кайф. Я где-нибудь в бассейне, потому что я снял дом в Сочи с бассейном, поэтому я просто попиваю сок в бассейне и чувствую себя комфортно. При этом надо еще здесь докрасить монетки. Те самые монетки, про которые я вам рассказывал, которые нужно покрасить в черный, они покрасились, но выборочно на усмотрение маляра, потому что это покрашено, это не покрашено, это не покрашено, это не покрашено. С той стороны тоже одна покрашена, одна не покрашена, но тут священный рандом определил, как красить монетки. С другой стороны, почему бы нет? Еще, как вы видите, нету зеркал, они также красятся или уже покрашены? Уже покрашено, но там еще где-то висят, отсыхают. А посмотрим? Там есть нюанс еще, они разные зеркала. Поэтому мы постарались сделать... Одно от Шахи? Да, одно от Шахи, а одно от Audi. И мы постарались сделать их примерно похожими. Ну, пошли, я покажу. Так. Как при другом свете меняется цвет сразу. Какая красная там была Audi, и какой здесь прям темно-вишневое все становится. Ой, накладочки. Да, это на стойке, это под фары, это зеркала. И зеркала у нас? Так, и зеркала у нас, колпаки красные, но они отличаются. Это зеркало цельное, а это состоит из двух частей. Так. У него есть рамка и есть само зеркало. Интересно, почему так? Не знаю. Угу. Вот. Ну ладно. И отличается ножка, потому что здесь ножка с длинной черной фигурой, Да. здесь она просто короткая. Ага. Ладно, если что, мы найдем одинаковые зеркала позже. Возможно, что-то от сотки, а что-то от А6. И я подозреваю, что вот с черной фигней, скорее всего, это соточная, а вот это наверняка А6. Возможно. Но об этом мы узнаем из комментариев прямо сейчас. И вот эту часть тоже даже... Здесь опять же есть вот эти очки. Я потрогал что-то, ладно. А здесь их нет. То есть у этого зеркала нету, этого есть. Да, но поскольку, если это покрасить черную, то это получится зеркало тогда без черного. Поэтому это покрашено тоже полностью в красное. А сам кронштейн у нас черный. Да. Все так и хотелось, наверное. Соберется, посмотрим. В целом, да, все так и хотелось. Но забавно, что они разные, я только сейчас это понял. Угу. И еще есть молдинги. Привезем еще зеркал вам. Молдинги на что? На двери, я понял, которые между дверью и крышей у нас. Вот этот молдинг, и он черный мат должен быть. Да. Угу, замечательно. И еще есть вот эти пластиковые пороги, которые еще надо покрасить и подрезать, которые убитые, грустные, очень грустные. Поэтому мы подумали, может быть, есть смысл их заменить. Это и так уже искали, меняли. Их вообще пес найдешь. Здесь трещины такие. Ну, слушай, это даже из того, что уже искали. То есть из большого, причем ассортимента, эти одни из лучших, что мы нашли. Поэтому здесь, скорее всего, придется сотворить чудо. Угу. Потому что, да, они действительно не идеальные, это хорошо было видно. Но, во-первых, у них низ приходит в черный матовый порог.
а при закрытой двери они еще и накладку резинкой закрываются. Так что в целом, мне кажется, это допустимый вариант, потому что они в состоянии закрытых дверей вообще никак не видны по заводу. А при открытых дверях все равно продолжение черной накладки является черным порогом. И насколько она здесь была на 4 мм или 5 длиннее, даже никто, наверное, и не узнает. Да, никто не заметит. Да, только если совсем опытные зрители канала Академик, да. И еще ниша запаски. Да. Я хочу на это посмотреть. Вернемся обратно. Погоди. А там вода налита, да? Ничего себе. В общем, ниша запаски — это с донора, как вы понимаете, от другой машины. И она покрашена, и вот она такая идеальная, классная. Возможно, в нее залетит САП. Возможно, нет. Это все решать звуковику в следующих сериях, пока мы его в этой серии не запускаем. Потому что мы хотим полностью собрать салон. А в этой серии в конце этот салон как раз практически полностью и соберется. И потом уже, когда все мелочи, которые вылезут, еще наверняка будут устранены, мы сюда поставим запаску. Поэтому было здорово, спасибо. Очень хорошо установилась запаска. Ниша запаски. Оп. Далее, после малярки, у нас глобальная задача в этой серии ничего в целом с мотором не делать. Потому что в этой серии по-хорошему мы уже должны были валить что-то где-то около 4 секунд до 100. Вот ровно в этот четверг, когда вы это смотрите, если бы не оборвало кулаки, машина должна была ехать. Потому что мы бы в той серии закончили предварительную настройку. В следующей серии мы бы отстроились уже на стенде, поездили, и все было бы нормально. И потом мы бы уже окончательно отстроились. И после этого, наконец-то, вот в этот четверг, когда вы это смотрите, мы бы уже или поехали около 4 секунд до 100, или нет. И машина наконец-то заезжала бы в малярку. Но, как вы видите, ситуация сложилась иначе, и пришлось некоторые моменты местами переставлять. Таким образом, пока машина бы 2 недели была в малярке, я бы уехал в Сочи, все бы сложилось, и ваш любимый или не очень, какой там я у вас иногда бываю ведущий, спокойно бы отдохнул, в то время, пока ребята из Белриф спокойно, без суеты, все бы это красили. Но все, как вы понимаете, сложилось иначе. Кулаки новые у нас приезжают что-то вроде во вторник. Кулаки пока штатные, кастомные кулаки делаются, они штатные сюда приезжают, другие машины тщательно проинспектированные. Их еще все равно нужно будет отпесочить, покрасить, установить заново, и пока это будут обкаточные кулаки, потому что потом боевые кулаки все-таки у нас на ЧПУхе вырежутся, они, скорее всего, будут алюминиевые или, может быть, даже составные несколько частей. И все бы здорово, если бы уже завтра я не улетал. Таким образом, я возможность эту серию доснять теряю хронически. И здесь вариант. Или мы снова не выпускаем серию по Audi, а я буду в Сочи 2 недели, и тогда она выходит только типа 9 августа. Серьезно? Это вообще как так? Причем ее еще надо доснять. А 9 она не выйдет. Не 9. Если я прилетаю 7, а это воскресенье, скорее всего, 9 вторник, 10, 11 августа, в лучшем случае она, наверное, выйдет, это сложно себе представить. А сегодня у нас 23, серьезно, то есть Audi вообще не выйдет никогда. И мы находимся с вами в той самой критической ситуации, когда так, что делать? Что делать? Потому что я уезжаю, все сроки сорваны, все плохо, и здесь есть единственный вариант, господа. Можно сейчас сделать ставку с Борисом Николаевичем, в которой он говорит, что... Я ухожу. И, в принципе, наверное, так и есть. И как бы я не устал, но я серьезно ухожу. Или воспользоваться добротой людей, которые всегда находятся за кадром. В нашем случае сейчас это новый ведущий на канале Академик Сергей. Он же идейный вдохновитель, руководитель и тот, кто за все отвечает, особенно с Чайкой, потому что он сказал, что это без гарантий. Да, то есть за это он ни за что не отвечает, но денег возьмет, как обычно. Ну, потому что такое ТЗ от клиента. Клиент такой немножко вот у нас почесывающийся. Поэтому эту серию будет на стадии малярки уже в понедельник. И рассказывать вам и заканчивать во всех проведенных работах Сергей, а дальше он передаст это все ведущему Ярославу, с которым вы также давно знакомы, и у обоих этих ребят есть свои каналы на Ютубе. Поэтому вы можете всегда пройти по ссылочкам в описании и там им высказать в комментариях, как они хорошо или плохо ведут. А здесь их нужно просто поблагодарить за то, что они величайшим дозволением сделали возможным этот выпуск к окончании, потому что я завтра вылетаю, а ребята за меня на моем канале продолжают им рассказывать о том, что с этой Audi происходит. Так что, господа, до встречи на этом канале с Audi примерно через месяц.
Огромной вам всем удачи и поехали дальше. Всем привет, друзья! Меня зовут Калашников Сергей. И первым делом я хотел бы поблагодарить Константина и вас за оказанную мне честь представлять свою мастерскую на канале Кости Академика. А во вторую очередь я должен был рассказывать о том, как у нас сегодня все замечательно получилось, как мы все успели и как мы все здорово собрали, но, к сожалению, сделать этого не могу. Все потому, что мы ни хрена не успели, у нас ни хрена не собралось, и мы продолжаем сейчас, а сейчас уже 6:30, собирать, выставлять зазоры и делать что-то, чтобы как-то все это хотя бы немножечко подходило. Итак, на данный момент мы имеем неподходящий передний бампер, который не ставится туда из-за того, что там стоит нештатный радиатор кондиционера, в частности кондиционера. Задний бампер мы не можем поставить, потому что у нас не хватает кронштейнов заднего бампера. Передние молдинги мы не можем поставить, потому что они просто туда не подходят, потому что они китайские, но мы работаем над этим. Почему сейчас 6:30, а не 10 утра, как должно было быть? Потому что все это время мы пытались сделать так, чтобы эта дверь закрывалась нормально. И процентов на 80 или даже на 90 нам это удалось. Она закрывается довольно легко, но хотелось бы лучше. В целом приемлемо. В общем, нам осталось еще выставить рамки, нам осталось поставить молдинги. С передним бампером мы уже отчаялись, задний мы повесили просто так, чтобы было хотя бы как-то чуть-чуть видно его. Особо знающие зрители могут спросить, почему мы не выставили зазоры изначальные, почему мы выставляем их сейчас и почему они не ставятся. Но на самом деле мы выставляли зазоры. И так почему-то происходит всегда, когда мы выставляем зазоры на некрашенной машине, все собирается и все замечательно. Но после того, как мы покрасили, даже если мы не трогали регулировки, это как будто другая машина. Зазоры на ней приходится выставлять абсолютно заново. Ну и опять же таки все получилось у нас как всегда. Мы заново выставляем зазоры. Так, нишу запаски мы вклеили, выглядит все это дело великолепно. Парни подобрали цвет, каким он должен был быть, и он должен быть сереньким. Кстати, после того, как машина приехала к нам, я полностью обошел ее и осмотрел всю по кругу на предмет наличия косяков, которые могли бы проявиться по прошествию времени, потому что растворитель испаряется из материалов постепенно, и, соответственно, через время, через неделю, 2 или месяц могут появиться некоторые нюансы, например, просевшая шпаклевка, риск или прочее. При таком объеме работы это было бы, в принципе, нормально, и это было бы, это исправимо, в этом ничего страшного нет. Но, ребята, я не нашел ни одного косяка. Тачка сделана настолько идеально, что я не нашел к чему придраться. Я не нашел даже ничего, что можно было бы полирнуть. Результат просто великолепный. Я очень доволен нашей работой и очень хочется посмотреть на нее собранную. Я надеюсь, это когда-нибудь произойдет, и она к нам приедет, и мы ее финально полирнем, потому что все-таки она уже немного поцарапалась. И посмотрим на этот замечательный автомобиль. Поэтому сейчас ждем финальную сборку от Николая и отправляем машину в Скорю, а дальше уже посмотрим, будем действовать по обстоятельствам. Все, спасибо за внимание, господа и дамы. Спасибо, до свидания.
Друзья, здравствуйте! И завершаю эту серию по Audi S4 я, Ярослав. Так получилось, что Константин в отпуске. Я думаю, он об этом уже говорил, да, то, что он в отпуске. В общем, он в отпуске. Серия по Audi S4 должна выйти обязательно в четверг. Сегодня вторник, завтра я улетаю в Калининград. Поэтому меньше слов, больше дела. Поехали собирать. По идее, должно было нормально получиться. Я полночи эту фразу придумал. Вот, кулаки нам приехали уже с Казахстана, славный город, тот самый Алматы, через ту же самую транспортную компанию СДЭК, через ту же Руставели 15, но в этот раз мы попросили, чтобы их побыстрее доставили, и, кстати, доставили быстро, мы переживали, что в серию они не подойдут. Это оригинальные кулаки от Audi S4 V8. Так вот, чем они отличаются-то? А конкретно эти были под тормоза НВО. Вот здесь была еще одна точка крепления. Вот. И, соответственно, суппорт здесь был другой, и вся тормозная система была другая. Я загуглил, что это такое. В общем, в далеком 94-х годах, они выпускались до 94-го года, были популярны размер тормозных, точнее, просто колесных дисков 15-й. Нужно было как-то увеличить площадь самого тормозного диска, и при этом не менять сам диск колесный. Самым простым решением было разместить тормозной суппорт изнутри. Вот, собственно, и вся конструкция, чем они отличаются. И плюс ко всему, вот здесь вот эти вот губки, да, назовем их так, они толще, чем в Audi сотки обычно. В принципе, все, больше никаких изменений у них нету. Вот здесь мы все доработали, все покрасили. Вот эти места мы не трогали, не пескоструили. Поэтому все сейчас будет точно замечательно. Эти ступичные подшипники приедут завтра с утра, часов в 10-11, наверное, в 12 будем ставить. И надеюсь, завтра она окажется на колесах. Также нам еще нужно установить окончательно задний бампер. Нужно кучу разных мелочей сделать, такие как выхлоп. Например, выхлоп нам не подходит, он все-таки упирается в нишу запаски. Совсем чуть-чуть, на пару-тройку сантиметров. Что еще? Собрать багажник, все обшивочки поставить, подключить заднюю бленду, чтобы она все работала, все моргало. Задний диван, и на этом, пожалуй, все. Так вот, чтобы вы понимали, сейчас 9 часов вечера вторника, и времени у нас катастрофически мало. И учитывая то, что завтра у нас есть времени часов до 2 поснимать, потому что в 2 часа мы с сервиса уезжаем, и в 16:50 уже у нас рейс туда, в Калининград. В общем, времени очень мало, видимо, сегодня придется немножечко еще и в ночь поработать. И что еще забыл сказать, эти кулаки у нас также с датчиками ABS, поэтому ABS у нас точно будет. Ну, немножечко, правда, изменено. Короче, поехали это все собирать, там бампер, вот это вот все, 1001 мелочь. Так, ребята, отвечая на многочисленные вопросы, где бампер? Вот он бампер, оригинальный Audi S4 бампер, идеальный, покрашенный. Вот эти новенькие, все покрашено, все здорово. Но поставим мы его потом. В общем, пока Михалыч сзади там пилит, спасибо, что перестал пилить. Задний бампер все мы установили, клипсы мы купили для заднего бампера, все, сейчас его прикрутим, все, намертво там стоит. Самое время подогнать заднюю баночку. Она с запаской немножечко граничит, сантиметра на 2-3, наверное. Вот, поэтому самым простым решением просто все распилить, немножечко там доработать и повесить. Понятное дело, что это потом все будет меняться, но сейчас нужно было, чтобы это все было четко по центру. Вот. Поэтому сейчас дорабатываем выхлоп. И передний бампер немножечко там уже доработан. И по идее он сейчас должен встать. Все будет четко, прям по-любому. Времени у нас вообще крайне мало на самом деле. Прям вообще. Я сейчас посмотрел, сколько нам по навигатору туда ехать. По навигатору нам ехать туда 30 минут. Мы приехали сюда с вещами. То есть времени у нас прям вот достаточно. В 2:30 мы можем ехать. В 2:37 край. Прям 2:37 это самый край, мы тогда четко успеем. Сколько времени осталось, получается? Времени у нас осталось 2 часа и 20 минут. 2 часа 20 минут. И по идее должна встать на колеса с бамперами? По идее она должна хотя бы с бамперами быть. Хотя бы нам нужно зафиналиться. Мы же можем уехать, а ребята продолжат работать. Вот. Короче, так, все.
общем, мы приближаемся стремительно к завершению этой серии, и также мы приближаемся к завершению сборки Audi. У нас полностью собран багажник, ковры, вот это вот все, как она, обшивка багажника. Она не закреплена, потому что у этой крышки она не предусматривает эту обшивку багажника, там должны быть еще закладные. Ничего страшного, это все решим, и будет прям вот так все замечательно. Кстати, изначально у нас обшивка шла вот только на вот эту вот верхнюю часть, на нижней не было. Это говорят то, что прям это дорого, это богато. В общем, мы нашли, перешили, все классно. Здесь прям вот новый, прям вот багажник, бампер закреплен уже полностью, то есть там новые метизы, все, он прям колом стоит. С выхлопом ребята сейчас работают, в общем, вот так. И сейчас перемещаемся в салон. Так вот, дальше с багажника перемещаемся на задний ряд, который наконец-то тоже появился. Раньше стояли только два передних сиденья, и вот пришло время, Паша в понедельник отправил диван, и все, мы его поставили. Прям он классный, мягкий, прям салон преображается максимально. Здесь не хватает планочек, а нет, смотри, хватает. Я не видел просто, как их ставят, поэтому все, планочек теперь этих хватает. Остается поставить пороги, центральную консоль, а ее мы не ставим, потому что нужно еще разобраться с климатом. Для этого нужно всего лишь подключить трубки кондиционера, заправить кондиционер, после этого разобраться с климатом, потому что это самая сложная система в машине. И после этого уже можно будет ставить центральную консоль, собирать вот все, что в ногах водителя, пассажира, и все. Салон после этого будет полностью собран. А дальше настройки и вот это вот все вытекающее. И вон ту карту нужно поставить. Все, больше ничего по салону, наверное, делать и не нужно. Но он прям классный, он прям мягкий, он прям новый. Здесь пахнет новым автомобилем. В завершении этой серии мы перемещаемся в переднюю часть машины, где мы это все начинали, где мы это все заканчиваем. В общем, один кулак уже собран, второй вот там вот собирается. К сожалению, я до конца, точнее, я этого не дождусь, потому что через минут, наверное, 15 нужно уже уезжать в аэропорт. Сейчас время без 23 среды, а серия завтра. Это прям очень жестко. Вот, бампер передний мы на самом деле подогнали. Теперь он точно должен подходить. Там немножечко пневматическим дремелем поработали, пару раз примерили, и все подошло теперь. Ну и трубочку кондей чуть-чуть подогнули. Все, теперь бампер встанет. Ну и, собственно, вот как-то так. В общем, что смогли, то сделали. Ну, в общем, бампер подогнали, но поэтому его сейчас нет на машине. Так, да, кстати, бампера нет на машине, потому что нам сначала все-таки нужно поставить колеса. Кулаки, колеса, вот это вот все. Поэтому бампера и нет. В общем, ребята, эта серия подходит к концу. Надеюсь, вам все понравилось. То, что смогли, мы все сделали. Следующая серия, может быть, выйдет через неделю, может быть, выйдет не через неделю. В общем, как выйдет, так выйдет. Но мы реально стараемся. И посмотрите, какая она классная получается. Здесь очень много сил, очень много трудов, очень много приходится всего делать, потом это переделать, потом нам это не нравится. Чтобы добиться правильного результата, на это нужно время. И иногда очень много времени. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. И нам главное удачи. Вот это я охренел вообще. Ну ты посмотри, как просто булочка, а. Никита, мы это сделали.